Добро пожаловать на канал кулинарных рецептов «Это вкусно». Сегодня я буду готовить простые десерты в стаканчиках на новогодний стол. Это десерты без выпечки и, конечно, готовить вы их можете на любой праздничный стол. Просто аромат и вкус апельсинов и мандаринов ассоциируются именно с Новым годом и Рождеством. Первый сливочный десерт панна-котта с мандаринами. Мне понадобится для сливочного слоя 500 мл сливок жирностью 10-12%, 100 г сахара, 2 г ванилина, 10 г желатина. Для мандаринового слоя 200 мл мандаринового сока, 6 г желатина, сахар по желанию. Первый слой сливочный. В холодную воду кладу желатин. Желатин можно брать любой. В сливки добавляю сахар и ванилин. Ставлю на плиту и довожу до кипения, но не кипячу. Готово. Снимаю с огня, отжимаю желатин и добавляю к сливкам. И размешиваю до полного растворения. Дам остыть ему до комнатной температуры. Готовить десерт я буду вот в таких стаканчиках. Десерт я буду делать двухслойный, поэтому наливаю чуть больше половины стаканчика сливочного слоя. Отправляю в холодильник застывать. Далее у меня мандариновый слой. Желатин кладу в холодную воду, срезаю с мандарина верхушку и выдавливаю сок. Затем его процеживаю через сито, чтобы не попадались перепонки. Сока у меня получилось 200 мл. У меня мандарины сладкие, поэтому сахар я не добавляю. Нагреваю сок на плите, отжимаю желатин и отправляю его к соку. Перемешиваю до растворения желатина и даю остыть до комнатной температуры. За это время как раз застыл сливочный слой. Если хотите, то можно десерт сделать многослойный, чередуя сливочный и мандариновый слои. Разливаю по стаканчикам и убираю в холодильник. Перед подачей десерт можно украсить. Обязательно подпишитесь на мой канал, чтобы не потерять эти рецепты. И нажмите на колокольчик, тогда вы точно не пропустите следующие видео. Второй десерт – это шоколадный мусс с апельсинами в стаканчиках. Десерт получается нежным, воздушным, а сочетание шоколада с апельсинами придает ему незабываемый вкус. Итак, для мусса мне понадобится 90 грамм черного шоколада, 2 яйца, 20 грамм сахара, 1-2 апельсина. Снимаю цедру с одного апельсина и выдавливаю сок. У меня получилось около 100 мл сока. Отделяю белки от желтков. К желткам добавляю сахар и собью немного до посветления массы. К апельсиновому соку добавляю цедру и довожу сок до кипения. После чего тонкой струйкой вливаю сок с цедрой в желтки и интенсивно перемешиваю, чтобы желтки не сварились. После этого переливаю массу назад в сотейник, ставлю на плиту и немного проварю. Как только на лопатке остается вот такой след, снимаю массу с плиты и заливаю ею шоколад. Даю шоколаду немного потаять и хорошенько размешиваю. Взбиваю охлажденные белки в крепкую пену. Масса должна хорошо держаться. И небольшими порциями добавляю их в шоколад. Аккуратно размешиваю, чтобы масса не потеряла свою воздушность.
Вот такой мусс получается. Чтобы удобнее его было разлить по стаканчикам, переложу его в кондитерский мешок. Ставлю мусс в холодильник, чтобы он стабилизировался. Затем добавлю немного нарезанных апельсинов сверху, и десерт готов. У меня на канале есть еще рецепты десертов в стаканчиках. Ссылку на них я оставлю в описании под этим видео. Обязательно посмотрите. Следующий вариант панакотты классический. Готовится он всегда из смеси жирных сливок и молока. А для второго слоя я возьму клубнику. Итак, мне понадобится для панакотты 300 мл жирных сливок 33%, 150 мл молока жирностью 2,5%, 70 грамм сахара, 1 желток, 10 грамм желатина и 60 мл воды для желатина. Для ягодного слоя 200 грамм клубники, 60 грамм сахара, 6 грамм желатина, 35 грамм воды для желатина. Начну с ягодного слоя. Заливаю желатин водой. Если вы берете порошковый желатин, то заливаете его водой в соотношении 1 к 6, то есть 1 часть желатина, 6 частей воды. Даем ему набухнуть. Клубнику я измельчаю в блендере, она может быть как свежей, так и замороженной. Перелью в сотейник и поставлю на плиту. Добавлю сахар и, помешивая, доведу до кипения. Снимаю клубнику с огня, даю немного остыть, минут 5-7, и добавляю набухший желатин. Тщательно все перемешиваю до полного растворения желатина. Подготовлю стаканы, в которых буду подавать десерт. Возьму форму с высокими бортиками, застелю ее полотенцем. Второе полотенце сверну трубочкой и уложу в середине. Получается такой валик, на который я поставлю стаканы, чтобы они стояли под углом. Так получаются красивые слои. Клубничная масса немного остыла, заполню ей стаканы. Вот такой получается клубничный слой. Аккуратно убираю всю конструкцию в холодильник до полного застывания. На это уйдет часа 2-3. Теперь буду делать саму панакотту. Опять начинаю все с желатина. Залью его водой и дам набухнуть. Смешиваю в сотейнике сливки и молоко. Из общего количества сахара возьму чайную ложку, добавлю к желтку и собью. Оставшийся сахар смешаю с ванилином и добавлю в сотейник. Прогрею до полного растворения сахара. Теперь по чуть-чуть буду добавлять сливки в желток, не переставая его взбивать, чтобы он не сварился. Столько будет достаточно. Теперь перелью все в сотейник с сливком, хорошо перемешаю и доведу до кипения. Кипятить не нужно. Дам сливочной массе немного остыть и добавлю желатин. Тщательно все перемешиваю до полного растворения желатина. Теперь остужу массу до комнатной температуры. Если вливать горячую, то клубничный слой может подтаять. Клубничный слой застыл, теперь я буду делать сливочный. Аккуратно наливаю сливочную массу в стаканы и убираю в холодильник. Приготовить такой десерт можно и в красивых бокалах, тогда это будет по-настоящему празднично. Тем более, что вы можете добавить в нее свои вкусы – ягодные, фруктовые, ванильные и даже шоколадные. Пробуйте и наслаждайтесь.
Понравились сегодняшние десерты? Поставьте лайк этому видео и не забудьте подписаться на канал «Это вкусно».